Привет, друзья! Сегодняшний выпуск будет посвящен очень интересной теме. Ежедневно в речи мы используем множество фраз. Но вы когда-нибудь, услышав ту или иную фразу, задавались вопросом, откуда она взялась или что означала? А ведь история происхождения фразеологизмов очень интересна. Так что если вы любитель докапываться до истины, то эта подборка выражений будет вам любопытна. К тому же знания никогда не бывают лишними. Шарашкина контора. Фраза произошла от слова «шарань», которое на диалекте обозначает жулье. Изначально Шарашкиной конторой называли учреждение отпетых обманщиков и жуликов, но постепенно ее значение трансформировалось в обозначение несерьезной фирмы или конторы. Голубая кровь. Испанская знать всегда чрезвычайно гордилась тем, что ее представители никогда не смешивались с маврами, мусульманами, пришедшими в Европу из Африки. У аристократов была бледная кожа, на которой явно выделялись вены, естественно, синего цвета. Именно поэтому они и прозвали себя «голубая кровь». Это выражение перекочевало из испанского во многие языки мира и означает людей высокого происхождения. Мыльная опера. Когда на американском радио в первой половине прошлого века появились первые аудиоспектали с простенькими сюжетами, их мигом окрестили мыльными операми. Все дело в том, что спонсировали эти радиопередачи производители моющих средств, ведь основной целевой аудиторией таких программ были домохозяйки. Игра не стоит свеч. Фраза появилась из лексикона карточных игроков. Пару веков назад так говорили о выигрыше, который настолько мал, что не может окупить даже стоимость свечей, которые сгорели за время игры. Всыпать по первое число. В старые времена учеников школы часто пороли, нередко даже без какой-либо вины наказуемого. Если наставник проявлял особое усердие, и ученику доставалось особенно сильно, его могли освободить от дальнейших порок в текущем месяце, вплоть до первого числа следующего месяца. Именно так возникло выражение «всыпать по первое число». Тютелька в тютельку. Тютелька – это уменьшительное от диалектного тютя, удар, попадание, название точного попадания топором в одно и то же место при столярной работе. Сегодня для обозначения высокой точности употребляется выражение «тютелька в тютельку». Деньги не пахнут. Когда сын римского императора Веспасиана упрекнул его в том, что он ввел налог на общественные уборные, император показал ему поступившие от этого налога деньги и спросил, пахнут ли они. Получив отрицательный ответ, Веспасиан сказал: «А ведь они от мочи». Отсюда произошло выражение «деньги не пахнут». Дело в шляпе. В давние времена гонцы, которые доставляли почту и прочую корреспонденцию ко двору, зашивали в ткань подкладки своих шляп ценные бумаги или, по-другому, дела. Это предпринималось для того, чтобы документы не украли грабители, которые запросто могли повстречаться по дороге. Водить за нос. Раньше цыгане развлекали народ на ярмарках, выступая вместе с медведями. Они заставляли животных проделывать разные фокусы, при этом обманывая обещанием подачки. Цыгане водили медведя за кольцо, продетое в нос. Именно с тех времен «не води меня за нос» означает «не обманывай».
Пригреть змею на груди. Так говорят о человеке, который ответил черной неблагодарностью на добро, любовь, заботу. Фраза имеет аналогию с басней Эзопа «Крестьянин и змея», в которой человек поднял с земли замерзшую змею и положил ее за пазуху. Но вместо благодарности змея, согревшись, укусила своего спасителя. Перемывать кости. Означает злословить, сплетничать. Фраза связана с обрядом перезахоронения умерших. Как считали оракулы, покойник мог превращаться в вурдалака и вредить живым. Чтобы избежать этого, кости выкапывали и промывали под проточной водой, сопровождая этот обряд оценкой характера и поведения человека при жизни. Спать без задних ног. В основе фразеологизма лежит поведение лошадей и собак во время сна. Если лошадь изнурена, она может рухнуть и моментально уснуть, чтобы как можно скорее восстановить силы. Если о человеке говорят «спит без задних ног», значит это вымотанный до предела человек, который из-за усталости спит в одной позе и даже не шевелится во сне. Синий чулок. Выражение появилось в Англии в 1760-х годах. Тогда в салоне писательницы Мэри Уортли Монтегю образовался литературный кружок, где обсуждались научные темы. Одним из членов этого кружка был ученый Бенджамин Стиллингфлит, который носил синие чулки. Когда он не являлся на очередное заседание кружка, дамы говорили: «Мы не можем жить без синих чулок, сегодня беседа идет плохо, нет синих чулок». Со временем синим чулком стали называть женщин, в которых нет женственности и обаяния, отказавшихся от семейной жизни ради работы или науки. Как собака на сене. Означает ни себе, ни людям. Фразеологизм был позаимствован из басни Эзопа «Собака в яслях», в которой рассказывается, что злая собака лежала на сене и не подпускала к нему лошадей. Тогда возмущенные лошади сказали: «Ну и бессовестное ты животное! И сама сено не ешь, и нас к еде не подпускаешь». Ну что, насколько познавательно было это видео? Узнали ли вы что-то новое? И какие еще интересные фразы вы знаете? Пишите в комментариях. А также нам очень важно ваше мнение по поводу такого формата видео.